Всем привет, друзья, с вами Лана, и вы на канале Na'Vi Valorant. И сейчас мы будем смотреть, как ребята играют свой первый матч в квале на ВКТ EMEA, и также это первый матч нашего нового игрока Джади. Best of 3, первая любимая карта Icebox, и погнали болеть! Ну запрыгну, давайте пикнись под меня, может. Да, сейчас, подожди, Марик может чубы спуститься аккуратно. Под смогу не пикать, нет? Да, под смог. Иди не первым, кто-то я разменю. Дэн, выходи. Ждем Дэна. Артур, поставь пачку. Не-не-не, я не пойду. Окей, Дэн, поставь пачку сам, Дэн. Не, надо, чтобы кто-то поставил, пацаны. Давай, давай. Иди за мной. Стенка закрывается. Есть у меня. В гараж идите пикать по мне. По линии его вдоль там. Вот так пошла парня. И тут выходит за тебя. Авик, снеговик, да. Снеговик, снеговик. Есть векторы какие-то. Джетка, тут два чела с диглами. Наверное, в сайте, но может быть за желтым. Смог нам пройдем, стой. Пройдем. Не дефолт играем. Пьем. Ничего, у меня еще пульс такой. Хорош. Кстати, боксом. Это не уже потухший. Ну, не, может покочегариться сейчас. Пошел заряд. Ну, заряд слишком долгий, а летит максимум даже одного раза не тегнет. Хотя нет, один раз тегнул, но опять же. Заняли плент уже, не знают по поводу КТ. Джади, кстати, до сих пор не прожал ультимейт. И вот сейчас выходит all-in с КТ. Скорее всего... он решает просто на шифте вот так вот двигаться. Триа стоите. Джетка, граффити висит. Найс. Джи, капуста. Помогаем. Что, давай дефолт. Вот дефолт. Два балла. Я далеко, бро. Две ульты Астра, флешки какие-то Скайс, маки, ульта совы, вот эти вот все размены, и все. И вот просто в момент раунд заканчивается. То есть кто выигрывает основные файты, тот выигрывает раунд. Все, вот так выходим. Пошел дефолтный дрон, просто Артур от него спрятался. Правда, его, кажется, увидели. А, нет, кстати, его даже не увидели, наверное. Акаши забирает, правда, Динкса. Здесь Клауд остается в не очень такой приятной для себя позиции. Будет просто перестреливаться до конца. Его забирают просто с двух сторон. Дина не пошел спрей, но все-таки забирает крабик. 9! Найс! Хорош! Хорош, пацаны. Есть. Хорошенький. Первая есть. Хорошенький. Красавчик. Хорош, я не смог. Что ж, это была первая легкая победа от Na'Vi, и все мы смотрели ее на стриме Раунза. Так давайте узнаем, как ему этот матч и каково это получить рекордное количество зрителей. Ну, как у тебя вообще дела? Привет, да, все хорошо на самом деле. Вот Na'Vi вчера выиграли, я доволен, сижу. Молодцы ребята. До скольки ты вчера вообще стримил? Да, где-то до 11 вечера, наверное. Все матчи, что вчера были, все посмотрели, все понравились. Как тебе в целом вообще вот начало, первые квалификации, как команды себя показывают, расскажи. Ну, пока что, наверное, плюс-минус ожидаемые результаты по большей части. Конечно, многие ставили ставку на FPX-ов, на Ангела, но пока что что-то как-то у них вчера игра не пошла. Вот. А в остальном, в принципе, все результаты, наверное, плюс-минус ожидаемые, но, опять же, есть нижняя сетка, так что в случае чего могут еще по ней попытаться пройти, так что я думаю, все еще будет окей. Да, хотела, конечно же, обсудить нашу победу, игру да, Na'Vi, но перед этим, да, хотела спросить, вот что ты думаешь о команде СС, о противниках? И, ну, многие писали про то, что Крабик очень классно и жестко играл. Расскажи вот тоже про него. В целом игра была на самом деле хорошая, но вот если говорить про первую карту, Icebox, это был пик, если я не ошибаюсь, как раз СС, и они его что-то... Ну, совсем у них не пошла игра за защиту, ну и Na'Vi просто вот, я не знаю, на уверенничах переехали, очень уверенная от них игра была, то есть видно, что проделано много работы и стало у Na'Vi больше тимплея, то есть вот мы прям видим какие-то моменты, когда в сложных ситуациях они могут адаптироваться и решить эту ситуацию вместе, вот это основное отличие.
То есть ты видишь этот прогресс. И скажи вообще, как тебе кажется, решафл Нави пошел на пользу? Ну, слушай, по одной игре так, конечно, сказать сложно, но, по крайней мере, из того, что мы видели вот вчера, первый матч, Джади себя классно показал. На айсбоксе там, может, даже он не так сильно нужен был, потому что, опять же, 13-6, довольно легкая была игра, а вот на Хевене 13-10 он включался во всех моментах. У него там почти 2 КД, 22/12 он, по-моему, сыграл. Вот, и да, молодец, классно очень влился. Посмотрим, конечно, что будет дальше, это, опять же, только первый матч, но по первым играм можно сказать, что ребята реально вышли на новый уровень. Да, и скажи, вот тоже Джади же играл на Каин. Да. Как тебе вообще этот мув? Это такой, типа, новый герой относительно, еще немногие рискуют его брать. Ну да, его просто пока не так часто пикают, наверное, потому что не все команды, может, признают, что это действительно классный герой. То есть кто-то берет того же Сову вместо этого Каю, как вот вчера в матче было, СС играли Совой, а Нави, по сути, Сову заменили на Каю как раз. Мне кажется, это классный агент, просто нужно понимать, как его реализовывать. Мы уже видели и на Чемпионсе, где вот Нави, к сожалению, не играли, что можно за этого героя круто отыгрывать. Просто он, может, не под все карты подходит, но на определенных картах, на Айсбоксе, на Хевене, на том же Асценте вполне классный герой. Главное просто правильно его реализовывать, играть очень тимплейно на нем. А расскажи, вот как раз тоже спрошу про нового героя Неона. Какие у тебя впечатления о новом герое? Неон, если честно, мне кажется, что она такая слабоватая получилась, потому что, у нее такие скиллы, типа, я не знаю, вот ульта ее, она очень долго убивает, и как ее вообще будут использовать, я не представляю. Такое чувство, что он просто должен бегать на плюс В по всей карте, там, уводить прицелы соперников, какой-то экшен создавать, и все. Но насколько это будет полезным, я не знаю. То есть говорили, что это там замена джетки, это определенно не замена джетки. Поэтому пока что она выглядит слабоватой. Но, опять же, я даже еще в матчмейкинге не играл, только на тестовых серверах. Поэтому сказать сложно. Может, ее еще и бафать будут. Я думаю, ее будут бафать, и вот тогда может что-то получится. А вот на следующих квалификациях будут уже следующий патч использовать или еще предыдущий? По-моему, предыдущий, потому что, опять же, все готовились к квалификациям на том патче, а тут он выкатился вот буквально перед квалификациями, поэтому, насколько я знаю, будет, на предыдущем, то есть там Неон это и не будет точно. Так, вернемся к Нави, все же. Да. Скажи, что, может, в игре наших ребят тебя удивило больше всего на Айсбоксе и на Хевене? Больше всего меня удивило, наверное, то, что... во-первых, они раньше не играли как раз через Каю, как я и говорил, то есть мне понравилось то, что они стали пикать этого агента. Плюс, удивило, наверное, то, что вот действительно они проделали работу в плане командных взаимодействий, потому что то, как они, когда происходит какой-то экшен, видно прям, что есть у ребят коммуникация, и они дают всю инфу, они чувствуют друг друга гораздо лучше, чем раньше. И вот это вот меня удивило и, порадовало. То, что они вот над этим именно поработали. Потому что командная составляющая именно в Valorant, за счет того, что тут куча скиллов, нужно постоянно там просить какие-то обилки у тиммейтов, это все, это очень важно, и, они вот в этом плане молодцы. Хорошо, и еще хотела спросить про новые роли, как тебе Дина в роли капитана, и вот многие писали еще про Динкса, что он не на опорнике, это ошибка, хотя они, тем не менее, все равно выиграли, вот твое мнение интересно услышать. Да, Динкс не на опорнике, это, наверное, не про Icebox говорили, хотя он играл, опять же, на Viper, как по мне, Viper уже можно назвать в каком-то смысле опорником. Вот, на Хевене он играл также за Сайфера, явно его агентура, его опорник как раз, поэтому, не знаю, а Дина, судя по тому, что они выиграли, значит, хорошо все получается. То есть, чтобы сказать больше, это надо там как-то слушать, наверное, тимспики, опять же, коллы все слушать. Но, учитывая, как они действовали после, в том числе, проигранных каких-то раундов, значит, Дина справляется и дает правильные коллы. Команда работает. Как ты думаешь, Нави лучше играли на защите или на атаке? Тут так сложно сказать. На Айсбоксе, в принципе, за обе стороны они классно сыграли. Просто, опять же, на разных картах разные стороны, где-то чуть сильнее, где-то чуть слабее, поэтому ты можешь на слабой стороне чуть больше просто раундов отдать, но при этом также показать хорошую игру. Вот, то есть, в целом у них
И те стороны были хорошо готовы. Тут просто все зависело от того, у кого больше каких-то там, может, фишечных раундов и так далее. Хорошо. Поэтому тут Можешь дать равно. Да, предикты на следующие игры? Как думаешь, ну, все будет идти так же хорошо, и, ребят, хватит им мотивации, или, ну, может что-то пойти не так? Как ты думаешь? Мотивация, я думаю, у них хоть отбавляй, мотивации у них явно должно быть очень много. ОБГ вчера выиграли 2-1 против команды, кстати, Арча. Я не знаю, насколько, что будет сегодня. То есть, опять же, вот если смотреть по пикам, ОБГ выиграли карту Heaven, точно так же уверенно, как Нави. Поэтому, наверное, мы эту карту сегодня увидим. Посмотрим, кто на ней будет лучше. Ну, сложно, конечно, так сказать, на самом-самом начальном этапе турнира, по сути. Тем более, это две команды, которые Open Qual не играли. То есть, у них нет истории матчей уже. Поэтому, блин, ну, конечно, хочется, чтобы Нави выиграли. Будем болеть за Нави, вот, а как там получится, посмотрим. Ну, еще хотела тебя спросить просто про личный твой успех. 2 и 1К смотрели тебя вчера. Какие ощущения? Да, это, конечно, приятно, но я понимаю, что это во многом, по большей части, это заслуга именно наших ребят, что они показывали классную игру, было интересно всем за этим наблюдать. Вот, а мне в любом случае приятно, что пришли люди именно ко мне на трансляцию, смотрели этот матч вместе со мной. Это, конечно, приятно, да. Вот. А какой был предыдущий рекорд? Предыдущий был тоже вот на турнире 1500 было. Ну, блин, это достаточно большой плюс. Спасибо тебе за комменты. Да, тебе спасибо. Спасибо. Нави, удачи. Вспоминайте все, что мы обсуждали по поводу Асцента, Мишаня тоже. Ну все, да, все. С одной собрались на Фоксе. Кто мы, ребята? Рожденные побеждать! Ты с Кириллом, получается, там будешь сидеть. Ну, и кто-то еще должен быть. Кто-то играл Маркет. еще должен быть? Маркет играл, да, Маркет. Да. Ты играл Маркет, Миша. Он может и застопить Б-лобби, и типа кинет сразу, типа нож подам. Надо наводить у них суету. Собачит Б-лобби. Собака, сломали мне тачку. Хорошо, да. Шоковые, приготовили мне верхний план. Б, раскинул. Собака, дал смог был лобби. Минус 50. Джетка на кнопке. Хорош. Хорош, парни, лучше. Дина отыгрывает с девятки, ломает как раз таки быстро камеру. Ну и тут Зедди должен, по идее, его закрывать, но нет! Дина сам закроет кого хочешь. Начинает прошивать киберклетку. Очень больно, кстати, Хугиона. Может вообще отлететь. Минс открывается, но отпадает от него сейчас Динкс. Правда, в размен моментально выходит нас с Диной. Не надо гэнгов, надо просто вот, чтобы мидлинг смог давался, топ-мид смог давался. Хорош. 5-3-5. Найс. Выиграем раунд. Хорош. Тихо, ждем, сколько. У меня 2. Лобби 1, по-моему. Хорош. Лучше. Нос минус 136! Его похилили, минус 100 он, скорее всего. Сфера играл в лобби. Хорош! 35 секунд на таймере, нужно выходить, и выходим под точку Б-плента. Ну, пока что Стас, да, тащит просто на своих плечах этот раунд. Джеди, настал твой звездный час, забирает первого, а второго тоже видно, информация вообще не прошла. О, BG, а как так? Да, не, было нет. Б у меня! Джетка, Зик. Я 9. 9! Лучше. Хорош. Вот это давай, кулачок. Ты молодец. Типа, заменяем. Он просто палит, и они уйдут на любую крайнюю, я к этому. Хорош! Дал нож, Кирилл, живи. Артур, останься, я... Еще два. О, BG к этому готов. Ой-ой-ой, Нави, здравствуйте, флешка полетела. Дина забирает Хугиона, ССК ловит Майнца. Зедди, конечно, отвечает одним минусом. Нужно бороться, нужно воевать. Дина забирает Спайка. И остается одна лишь Астра. Не остается. Да, бэксайд с тобой. Астра сайд. Еще сайд. Еще сайд. Найс! Хорош! Лучше.
Откат, кстати, у Джейди с его клинком можно, наверное, пробрасывать, но сначала нужно принять одного, а то и второго к ряду. По Дина нет информации, ой-ой-ой, не прочекали бэксайд. Позиция Гонга, в частности, ну и Спайк остается последним игроком. 1 в 4. Тут, конечно, по Динычу есть инфа, он с ним справится, скорее всего, да. Тут, возможно, даже и против ССК сработает, но ему придется крутиться просто на 360 градусов. Лучше. Лучше. Задилейли жестко. Ладно. Арик не засейвили. Засейвили мой, наверное, нет? Нет, он убегал в сторону Б. Жена Храп Нави будут выходить под точку Б плента. Нужно, главное, прочитать. Тут Зеди есть информация моментально. Моментально Джади реализует свой девайс. Отличная флешка. Можно закрывать и дальше. Кофе нет. Но кофе уже не желез. Ну и Спайк, конечно, тем временем был уже успешно установлен. Есть ли информация по Спайку? Ну, как минимум, наверное, будут его ждать. Открытие оттуда. С бэксайда у нас стоит Клауд. Ну и сканили, правда, его, но Джейди. Квадроки для этого парня. Дрон, нет, дрон пробую ломать. Я сломаю, Миш. Ангар в дроне. Я релоу. Сейчас смог это кончается. Да. Дэвид сломал. 2 ДД. На время, парни. Пачка подо все. Алик убил. Да. Как видишь? Найс, хороший. Лучшие мужики. Да, красавцы. Такой ты папочка. Хорош, Саня, жестко. Вот и первая победа за нами. Нельзя сказать, что против АБГ была очень сложная игра. Нави явно были в фаворитах, и они вытащили эту игру. Джади молодец, Дина тупо машина. И следующая игра у нас против KPI. И пожелаем удачи, а после игр спросим, что же думает обо всем этом Дима Smart 7. Пошли в лампу, maybe, Ярик, вдвоем. Заход лампы смотрю. Я тогда лампу подсасываюсь. Давай, тебе нужно будет агрессивно сыграть, Миш. Зашел. Астры-то нету, она может не сориентироваться, так скажем, в нужный момент. ССК полностью сейчас разваливает команду KPI, ребята вышли, тут Гардиан работает. Будь здоров. Артур сейчас, конечно, аннигилировал своих соперников, вследствие чего тут инсайдер, ну все, тоже давай, до свидания, 4-й фраг. Аляр, меня спалили, парни, в спине. Лампы. Можете играть. Ваня, 1 хп Астра. Убил ее. Хорош, ласт. Ладно, дефолт. Меня пушить будет. Миш, жду тебя. Я живу. Он бэксайд пушит. Хорош! Погнали, парни, можем выиграть? Давай, цепляемся. Шорт буду смочить. Лампы. Шорт, ласт. Шорт. Я смог, даю через секунду. Шорт, минус 8. Хорош! Хорош, парни, молодцы. Нави вполне себе им позволили, но ССК тут уже не проходит. 5 хп, нужно как постараться его закрыть, но сейвит его жизнь. Дина, а ССК говорит, да не, подожди, хп и здоровье не проблема. Делаю минус 3. Шорт был. Найс. Лампа. Лампы чел с эмкой. И шорт. Минус 120. Парни. МТшка. Вторая полетела, но открытия никакого нету, его Джади замечает, и все. Джетка и Астра остаются вдвоем, так еще здесь и ловит Биска. Биск даже не выстрелил в этом раунде, это 11-9, денег нету, это потенциальный 12-й для команды Нави, и KPI могут отдать свой пик и отдать вообще первую карту. Убил одного. Балаби. Найс! Класс! Смог даю, дефы. Бокс мейби. Да, не бокс. Я в КТ стою. Я тоже в КТ. Миша, не квадрат, Миша. Мог пройти к вам КТ, мог пройти в теории к вам КТ. Аккуратно. И кроссом стоим, Миша, чекаем лево-право друг друга, окей? Они походу оба среда. У меня арба есть. Убил одного. КТ смотрю. Во-первых, может, в уголочек подсосешься? Сайт дашнулся. КТ вышел, найс. Еще в сайте может быть. Сайт убил, сайт убил. КТ вышел, КТ, найс! Убили КТ? Закрытую пачку. 9 смока нет. Ульту, Ярик. 9. Убью сейчас 9. Да играть. Я эльбу захват свою. КП 9. Ярик, по моему как. Нет. Дэн, живи кайте. 9 убил. Найс, ласт 9. У Дэна. Чувака чуть не убил сзади. Еще раз. Хорош, парни. Тяжелая игра была, но хорошая. На выход в финал никто не идет. Это не выход в финал еще. Он не оставляет
в какой-то степени камня о камне. Джади скрешается сейчас с помощью Cloud и Дин. Кстати, понимаю, что здесь есть стенка, здесь вряд ли его кто-то будет прошивать, но если бы реверс-стрела, кстати, раньше полетела, может быть, было бы по-другому, размены моментальные, но и тут Биск пока что еще живет, но живет ли он надолго? Ну, как минимум, Last Man Standing наверняка остается. Есть ножи, нужно выходить. Под девяткой находится Джади, нужно щелкать либо его, либо дожидаться сначала Диныча, так происходит, но ножи были выключены. Если Нави сами не подставятся, потому что плент под них, все под них, флешка отличная, СКА забирает Биска, главный бомбардир команды KPI отлетает на небеса, и даже можно задуматься о сейве, но уже Хвоя как минимум точно отсюда не уйдет. Так, обошел обезвреживание. Так, а можно было сидеть? На самом-то деле можно было сидеть инсайдеру, это был единственный шанс. Это был единственный шанс команды KPI. КТ! Лучший! Красавцы, ребят! О, щит, Максимально плотно в камеру. Дим, расскажи, какие у тебя вообще впечатления после 2 за сегодняшний день побед? Впечатления, очевидно, хорошие. Сразу видно силу, так сказать, нового игрока, пополнение. Firepower увеличился прям в разы. Ты думаешь, это Джади повлиял или в целом решафл по смене ролей и то, что Дина стал капитаном? Игрок, в первую очередь, намного как бы по Firepower, потому что у него совершенно, ну, у него роль такая в целом, что он наваливает, так сказать. И Миша как-то начал тоже больше на роли капитана, больше уверенных действий. Сегодня клатч нереальный 3 в 1 от Миши. Это просто вау. Поэтому я думаю, все повлияло. И игрок, и смена небольшая ролей, и все повлияло. А в целом, как тренер, как оцениваешь вот мотивация ребят сейчас выше, чем раньше была? После смен в команде всегда мотивация у всех на высшем уровне. Ну и всегда есть такое, что когда меняется человек, все начинают заново коммуницировать друг с другом, больше идей, больше всего, потому что все пытаются подстроиться под нового человека, ну, поэтому, да. А как сейчас у вас эта коммуникация проходит? Новый человек пришел, и все начали там как-то, не знаю, наоборот, страницы, все хотят его больше, да? Нет, все наоборот хотят его поддержать, там временами за него инфу сказать, ему помочь, Ярик, дай вот это, у тебя есть вот то. То есть неловких таких ситуаций вообще не происходит? Неловких ситуаций нет. Супер. Так, расскажи, как тебе вообще в целом подготовка ваших соперников? ОБГ и потом KPI. Ну, к ОБГ было довольно-таки как-то просто подготовиться. KPI были уже проблемы, потому что, ну, вообще в целом, сказать, я готовился не к KPI, я готовился к Five Smokes, потому что, ну, после смены Пурпа на Минибу было такое чувство, что они ослабли, и было очень просто против них играть. А сейчас, когда к ним попал, наоборот, Симон Дарк, я думал, что это даст какой-то вообще нереальный буст, но, не знаю, мне кажется, они перемудрили с пиками, перемудрили с ролями, и как-то у них не пошло вообще от слова совсем. И, ну, если честно, KPI была хреновая подготовка, потому что я готовился к другому сопернику просто-напросто. То есть в этом в основном была проблема. Но вы все равно вытащили, так что какие классные мувы можешь отметить ребят вот в этих 2 играх? Ну, Дина, клатч Дина вообще просто вне конкуренции. Что еще было классно? Да блин, общение, все очень сильно включились, все помогали Мише, куча миллион идей от всех. Нельзя выделять кого-то одного, все молодцы. Командная работа, да? Все сделали все для того, чтобы победить. Так, а уже известно, кто будет следующий соперник? Ну, можно сказать только предикты, потому что завтра игровой день. Ну, скорее всего, я думаю, что это будет FPX, потому что... Самая ожидаемая игра. Ну да, они как-то в верхней сетке у них вообще игра не задалась, плюс KPI их выбили. Тоже они, видимо, недооценили KPI, отчасти так же, как и мы. И вот, получается, а в нижней сетке они как-то очень сильно убили ОБГ, и возможно, что то же самое будет и с другими. Хорошо, все, тогда желаю вам удачи и в воскресенье увидимся. Спасибо.
Вот и начинается долгожданный финал Na'Vi против FPX, Best of 5. И вчера мы уже узнали, кто будет нашим соперником, мы готовились к ним. И вот сейчас узнаем, кто же выиграет в финале и пройдет на ВКТ Stage EMEA. Кто мы? Рожденный побеждать! Поехали, ребят. Бомбота тоже нет, только сфера. Забрали фейкербу, забрали сферу с окна. Тачка едет, тачка едет. Я сейчас буду ловать, готовьтесь. Сломал. Я в спину иду, парни. Вайпер шорт. Убил одного, найс! Шорт! Жи! Найс, пикаем! Принимая первым, можно отойти назад. О, тут еще и кассетная граната пролетела. Суйгетсу репикает, Джади его наказывает незамедлительно. Сломали, ой-ой-ой-ой-ой-ой, сломали. Тут еще и голову, потом Шао. Остается только Капитаныч, ну и Капитаныч, Ангелыч, Кириллыч. Будет здесь как-то, возможно, вытаскивать. Но видишь, девайса нет, ладненько, все-таки подобрал. Фантом постарается, но тут репик с двух разных углов. Живи, просто живи. Я его убью. Потом гада нет. Заберу. Дролит хуку. Это та же сова фейкует. Сова шлонг. Лонг есть, лонг есть. Миша смог. Даю смог. Лонг 2. Врыв, возможно, последний врыв для НАТО Свинцера по точку Б прямо сейчас. Но он погибает прямо в воздухе. ССК Клауд его разменивает неплохо. Там в дымочках Велба еще выживает Суйгетсу. Он не может использовать ничего. Просто выстрел, по-моему, тоже не был потрачен. Отходит отсюда, выживая. Спайк почти установлен за 10 секунд до завершения этого раунда. Арди взрывает Динкса. Все-таки своей шоковой. Джади угощает хедшотом Суйгетсу. Ситуация 3 на 3. Очень битый игрок команды атаки. У Кею вообще нет здоровья практически. В инсайде разбирается Арди с Динычем. Это меньшинство для атакующих. И 7 здоровья у Клауда. Дядька. Живи. Теперь же, у меня нет патронов. Живи. В угол зажми. И хуга бы выпадал! А, нет. Хорош, молодцы. Сайфер соло сидит под А, Вайпер соло сидит в миду, 3 чела под собаку, под флешки Б, типа. Короче, давайте такой пистолет. Ну, не дефолтный дефолт. Ярик дал в этот момент флешку за стенку, я поставил направление в стенку, и мы... Авик могут попробовать забрать. Флешки есть у нас? Поднимай стенку. Кинь какую-нибудь бездарную. Просто в телю. Да, улетела. Да, есть, но. Два красных. Найс, хорош. Сложный раунд, умнички, пацаны. Очень мало времени у Na'Vi для установки, и ССК, как минимум, говорит: ребята, сейчас заберу одного, возможно, заберу еще и второго, и вполне себе раунд можно выиграть даже без установки плента. Так, ну, может быть, здесь еще как-то потачу. 2 оставшихся игрока. Извините, оговорился один оставшийся игрок. Спайк установлен, Шао воюет. Есть стеночка. Может резнуть, в принципе. Ставишь или не ставишь, братик? Желтый аккуратно, набайтесь кому-то кого-то. Лед дали, здесь 3, парни, здесь 3. Мало времени, надо играть. Поле за желтый, там ривер. Смог дали на проход, проходите по желтый. Бил на желтый. Пачка. Минус 120, и еще один. Два молика лежат. Ангел остается отыгрывать за желтым. Здесь вообще ничего не видно. Этим пользуется товарищ Кирилл и уходит просто за непробиваемый ящик. Будет откидываться Вайпер с байтами. Все, в принципе, желтый под контролем у команды атаки. В данный момент 4 на 4. Спайк пока не установлен. И проблема в чем? Нужно дождаться, когда, видимо, сюда придет товарищ Смокер и заполнится заряд токсина. О, неприятная флешка, и под нее краски врывается, ССК уничтожает Шао. Будет и еще какой-то фраг. Да, Артур его находит, и находит практически третьего. Ангел немножечко просел по ХП от него, пытается как-то выйти. О, молодой и юный, конечно, здесь без промаха. Очень круто все это дело выворачивает. Уйди, Джек! Все, жить, спасибо. Желтый, найс, желтый нас. Ненавидеть. Мало времени, я первый играю, окей? Он за бэксайдом, пикните вместе, за бэксайдом. Жить. Я дальше. Минус 40.
Очень интересно наблюдать за эмоциями парней во время игры, потому что они радуются прям каждому выигранному раунду, каждой выигранной карте. И это очень круто, потому что видно, как для них каждая игра важна и как они поддерживают друг друга. Флешкой можно все закрыть, да, это был Дино. Здесь тоже все достаточно уверенно. Вот такой вам заход от мистера Кирилла. Очень уверенно. Флешка его там каким-то пикселем вообще задела. А как он на бегу просто бежит. Сносит вообще все в этом моменте. И вот только догорает от Молотова Киллджо, именно Суигетсу. И на этом все. Не успевает отсюда Ангел телепортироваться. Тем не менее, да, вот как раз фрагментом уничтожили. Спайк установлен. Тем не менее, Ардис с Маршалом вряд ли здесь повоюет. И действительно очень быстро отсюда сбривает. Что сделал Клауд, я не знаю. Зига, нет, Зига. Я плаваю. КТ смогал пачку, ребят, ставить любой ценой. Ставь пачку, Йора. Успел. Да, пацаны. Вон тэшка. Да, пацаны. Пан, нормально все уже. Нормально. Мы опять пришли к тебе за аналитикой. В общем, ты как человек, который видел все со стороны, расскажи, как ты думаешь, в чем основная причина вот того, что у нас сначала было 2-0, а потом все просто пошло сноуболом после Бриза? Ну, я бы сказал, наверное, зароляло больше всего то, что это был Best of 5 формат. Давно не играли его, сложно. В целом очень долго как-то фокусироваться, плюс еще тэч, и очень много всего происходило вот этого лишнего. Какие-то еще у нас проблемы начались, но это не отговорки, ничего, просто вот, ну так было. Потом... Проблемы какого характера ты имеешь в виду? Ну, просто там серверы, не серверы, это все... Все влияет. Все влияет, да. Сложно было как-то, не знаю, все начала игр что-то не получается, и приходилось камбэчить каждый раз. Это на первой-второй карте получилось это сделать, потом это просто перестало получаться, они все равно начинали сноуболить, и мы уже просто не смогли остановить как-то. А что зароляло на первых 2 картах, что у вас, типа, вам удалось это сделать, а дальше как-то... Что зароляло? Ну, я думаю, больше всего опытность. Опытность, наверное, того же капитана, может быть, в какой-то части их тренера зароляла. Они были готовы ко всему, что мы уже показали в целом. Ну и временами просто не было возможности на том же Бризе, на Сплите, на Хавене. Нет понимания четкого полностью их пика, и не понимаешь, к чему готовиться. Вот, даже на таком этапе. И ты пытаешься подстроиться, что-то сделать, а ничего не получается, и они сноуболят, и все. И не возвращаешься просто в игру почему-то. Им нужно больше морально тоже готовиться к таким матчам, или это просто опыт? Я бы не сказал, что даже не было усталости. Ну, было видно, что Джади более как бы уверенно играет, ну, до последнего да, парни как-то, не знаю, не получается, и уверенность ниоткуда не берется. Ты берешь один раунд, вроде как начинается уверенность, не знаю, следующий раунд проигрываешь, все, уверенности нет в следующем раунде. Идеи на следующий раунд не появляются. Ну, как-то вот в этом плане было, наверное, больше всего проблемно и сложно. Что можешь сказать о команде соперников? Молодцы. Что сказать? Молодцы, выиграли свод, камбэкнули с 2-0, это достойно уважения 100%. Очень круто. Просто больше опыта у них, да, игры? Да, я бы не сказал игры, это вот больше компетитив опыт зарешал, я думаю. Просто, что они готовы всегда камбэчить, готовы браться за каждый раунд. Ну, вот в этом точно можно выделить и респект. Можешь сказать какие-то предикты на следующую квалу? Там уже не будет такого сильного соперника, как FPX? Мы и не считали, что FPX это вот все, мы не можем их выиграть. Мы готовы были играть и с ними, и с кем угодно. Нельзя так сказать. Ну, будем стараться, будем возвращаться, будем стараться сделать себя сильнее, все. Что еще сказать? А мы будем смотреть дальше красивые игры Нави, болеть за вас. Спасибо. И я верю, что мы как бы выиграем свой слот на ВКТ Stage EMEA.